Всем привет, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. Сегодня свяжем берет узором соты. С таким же узором у меня есть шапка, снуд и митинги. Ссылки на мастер-классы я оставлю в описании. Берет вяжется клиньями в поперечной технике. Диаметр берета 28 сантиметров. В глубину берет 22 сантиметра. И по резинке 22 сантиметра. Данный берет на размер 55-59. Если вдруг берет свободный, то можно использовать вот такую вот эластичную нить. Она продевается с изнаночной стороны под петли, где резинка, и утягивается на нужный размер. Также в 13 ряду, где у нас резинка, я делала укороченный ряд. Его можно не делать, если вам необходим берет большего размера. Для вязания нам понадобится крючок номер 4,5, игла с большим ушком, маркеры и один моток пряжи Alize Alpaca Royal. Здесь у нас в 100 граммах 250 метров. Цвет данной пряжи 438, 55% акрил, 15% альпака и 30% шерсти. Итак, делаем петлю, заводим крючок, вытянули нить. Это у нас первая воздушная петля. Далее вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем цепочку из 43 воздушных петель. Старайтесь провязывать их свободно, сильно не стягивайте. Моя цепочка из воздушных петель получилась приблизительно 26 сантиметров. Воздушные петли можно пересчитать. Вот у нас первая петля, вторая, третья и так далее. 43 петля находится вот здесь, возле крючка. Петля, которая на крючке, она не считается. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Далее будем провязывать первый ряд. Для начала мы провяжем 6 соединительных столбиков. Далее будем провязывать 6 полустолбиков с накидом. Провязываем всегда со второй петли от крючка. Вот первая. Во вторую петлю вводим крючок. Вытягиваем и провязываем соединительный столбик. Крайнюю петлю отметьте маркером. Далее провязываем следующую. Это у нас второй соединительный столбик. Далее третий. Соединительные столбики старайтесь вязать более свободно, сильно их не стягивайте. Четвертый, пятый и шестой. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид, вводим следующую петлю. Все 3 петли провязываем вместе. Накид, следующую. Это у нас второй полустолбик с накидом. Третий. Четвертый. Пятый и шестой. Далее провязываем снова 6 соединительных столбиков. Соединительные столбики вяжите более свободно. Далее 6 полустолбиков с накидом.
Далее провязываем еще одну пару 6 соединительных столбиков и 6 полустолбиков с накидом. Шесть полустолбиков с накидом. Вот таким образом у вас должно получиться. И теперь у нас в конце осталось 7 петель. Мы их провязываем соединительными столбиками. Здесь мы будем формировать резинку, где у нас кончик нити находится. Провязываем 7 соединительных столбиков. Шестой и последний провязываем седьмой. Тянем за кончик нити и затягиваем. Итак, мы провязали первый ряд, где у нас кончик нити. Здесь у нас будет формироваться резинка. С этой стороны, где у меня установлен маркер, здесь мы будем формировать макушку. И в последующих рядах, когда мы будем двигаться к макушке, мы будем всегда не довязывать по 2 петли. Сейчас мы будем провязывать второй ряд. И вначале мы провяжем 7 соединительных столбиков. Далее будем вязать основной узор. Здесь у нас, смотрите, лепесточек не полный. Вначале мы провяжем 6 полустолбиков с накидом. Сформируется полный лепесточек. Далее 6 соединительных столбиков. И будем также чередовать до конца. И в конце не провяжем 2 петли. Итак, в конце мы всегда делаем одну воздушную петлю для подъема. Переворачиваем. Все последующие ряды мы будем провязывать, захватывая только заднюю стенку петли. Вот у нас идет косичка, захватываем только заднюю стенку петли. И провязываем всегда со второй петли от крючка. Вот первая петля со второй за заднюю стенку. Вначале мы провязываем 7 соединительных столбиков. Первый, крайнюю петлю отмечаю. Далее за заднюю стенку. Второй соединительный. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид также за заднюю стенку. Первый, второй, шесть полустолбиков с накидом. Вот у нас получился полный лепесток. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. И как я говорила, соединительные столбики вяжите более свободно. Итак, далее провязываем 6 полустолбиков, 6 соединительных, снова 6 полустолбиков, и в конце я покажу, как провязать последние петли.
Итак, во втором ряду у вас должно уже получиться 3 полных лепестка. 1, 2, 3. В конце у нас осталось 6 петель. Здесь мы провязываем 4 соединительных столбика. Первый, второй, третий и четвертый. В конце у нас остаются 2 петли не провязанные. 1, 2. Далее делаем всегда одну воздушную петлю, переворачиваем и будем вязать третий ряд. В третьем ряду мы будем формировать лепесточки в шахматном порядке. Вначале мы провяжем 4 полустолбика с накидом, а далее уже 6 соединительных столбиков. Провязываем также со второй петли от крючка, первая во вторую за заднюю стенку петли, делаем накид, провязываем полустолбик с накидом и крайнюю петлю можете отметить маркером. Если вы вяжете первый раз, то, конечно же, лучше крайние петли отмечать маркером, чтобы их не потерять. Потому что часто бывает, новички забывают провязать, тогда полотно начинает сужаться, либо теряется узор. Итак, мы провязали первый полустолбик с накидом, далее второй, третий и четвертый. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. Шесть полустолбиков с накидом. Снова 6 соединительных столбиков. Далее провязываем еще одну пару 6 полустолбиков с накидом и 6 соединительных столбиков. И в конце провязываем резинку 7 соединительных столбиков. И провязываем последний 7 соединительный столбик. Мы здесь захватываем обе стенки петли. Где у нас кончик нити, мы формируем резинку, провязываем за обе стенки петли. Итак, сейчас мы будем провязывать четвертый ряд, будем двигаться к макушке, и в макушке мы снова не провяжем в конце 2 петли. Смотрите, где у нас лепесточек не полный, здесь мы снова будем провязывать полустолбики с накидом. Итак, в конце мы делаем всегда одну воздушную петлю для подъема. Перевернули. Это у нас здесь резинка, мы провязываем 7 соединительных столбиков со второй петли от крючка за заднюю стенку. Первый отмечаем маркером. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее провязываем 6 соединительных столбиков, далее 6 полустолбиков с накидом.
Итак, провязываем далее 6 соединительных, 6 полустолбиков, 6 соединительных и в конце снова не довяжем 2 петли. Итак, я провязала 6 соединительных столбиков и в конце у нас 4 петли. Провязываем только 2, делаем накид и провязываем полустолбик с накидом, первый и второй. Мы снова не довязываем 2 петли, оставляем, делаем одну воздушную петлю, перевернули и будем вязать 5-й ряд. В 5-м ряду мы снова лепестки провязываем в шахматном порядке. Вяжем со второй петли от крючка, первую во вторую за заднюю стенку, провязываем соединительный столбик, крайнюю петлю можете отмечать, и второй соединительный столбик. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом. Шесть соединительных столбиков. Далее снова 6 полустолбиков с накидом, 6 соединительных столбиков и 6 полустолбиков с накидом. Я провязала 6 полустолбиков с накидом. Далее у нас идет резинка, провязываем 7 соединительных столбиков и в конце последнюю петлю не забываем провязать за обе стенки петли. Далее провязываем 6-й ряд, вяжем к макушке и в конце не довязываем 2 петли. В конце делаем всегда одну воздушную петлю, перевернули. В начале провязываем 7 соединительных столбиков. Далее провязываем 6 полустолбиков с накидом, далее 6 соединительных столбиков. Шесть соединительных столбиков. Провязываем далее 6 полустолбиков с накидом, 6 соединительных и в конце провяжем только 6 полустолбиков с накидом и 2 петли останутся не провязанными. Провязываю 6-й полустолбик с накидом, в конце осталось 1, 2, 2 петли. Далее делаем снова одну петлю для подъема, переворачиваем и вяжем 7-й ряд. Начинаем провязывать в начале 6 соединительных столбиков. Смотрите, вот здесь у вас лепесточек полный, поэтому здесь провязываем 6 соединительных столбиков, далее 6 полустолбиков с накидом и так далее, чередуем до резинки. Со второй петли от крючка, первую во вторую за заднюю стенку провязываем первый соединительный, можете отметить крайнюю петлю,
второй, третий и так далее. 6 соединительных столбиков. Далее 6 полустолбиков. Я провязала 6 соединительных столбиков, и в конце у нас 7 ряда остается провязать 7 соединительных столбиков. Это у нас резинка. И в конце последнюю петлю не забываем провязать за обе стенки петли. Делаем в конце одну воздушную петлю для подъема и вяжем 8 ряд. Провязываем в начале 7 соединительных столбиков. Далее в 8 ряду начинаем провязывать 6 соединительных столбиков, далее 6 полустолбиков с накидом. И так, чередуя, вяжем до конца, и в конце опять не провязываем 2 петли. Провязываем в начале 6 соединительных столбиков. Шесть полустолбиков с накидом. Далее провязываем 6 соединительных столбиков, 6 полустолбиков с накидом, и в конце 2 петли не довязываем, поэтому здесь мы провяжем 4 соединительных столбика. Я довязала 8 ряд, в конце не довязываем 2 петли. Далее делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем и вяжем 9 ряд. Вначале провязываем 4 полустолбика с накидом. Во вторую петлю от крючка за заднюю стенку делаем накид. Первый полустолбик, второй, третий и четвертый. Далее провязываем по узору 6 соединительных столбиков. Далее 6 полустолбиков с накидом. Далее 6 соединительных и 6 полустолбиков с накидом. И в конце остается провязать резинку 7 соединительных столбиков. В конце не забываем последнюю петлю провязываем за обе стенки петли. Я провязала 9 ряд, далее вяжем 10, воздушная петля, перевернули и провязываем в начале 7 соединительных столбиков. Далее начинаем провязывать 6 полустолбиков с накидом.
Далее вяжем по узору 6 соединительных, 6 полустолбиков, 6 соединительных. И в конце снова в 10 ряду не довязываем 2 петли. В конце мы провяжем 2 полустолбика с накидом. Вот в конце 10 ряда 4 петли. Здесь мы провязываем 2 петли полустолбиком с накидом и 2 петли оставляем. Две петли не провязываем. Делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем 11 ряд. Вначале провязываем 2 соединительных столбика. Далее вяжем по узору. Провязываем 6 полустолбиков с накидом, 6 соединительных, 6 полустолбиков и 6 соединительных. И в конце провязываем резинку 7 соединительных столбиков. Я провязала 11 ряд, далее вяжем 12. Делаем петлю для подъема, перевернули, провязываем 7 соединительных столбиков. Далее провязываем 6 соединительных, 6 полустолбиков, 6 соединительных и 6 полустолбиков с накидом. И в конце 2 петли не провязываем. 12 ряд, здесь провязали 7 соединительных, далее продолжаем, вяжем 6 соединительных. В 12 ряду у нас 6 полустолбиков с накидом в конце и 2 петли не провязываем. Далее 1 воздушная петля, перевернули и вяжем 13 ряд. Вяжем в начале 6 соединительных, дальше по узору 6 полустолбиков, 6 соединительных, 6 полустолбиков с накидом. И встречаемся с вами вот в этом месте, где резинка. Здесь мы 7 петель не будем провязывать. Итак, я провязала 13 ряд и 7 петель в конце не провязываем. Далее делаем 1 воздушную петлю, перевернули, вяжем 14 ряд, провязываем в начале 6 полустолбиков с накидом. Далее 6 соединительных столбиков. Далее снова 6 полустолбиков с накидом. В конце у нас остается 6 петель. Мы провязываем 4 соединительных столбика и 2 петли не провязываем. 1, 2, 3, 4 и 2 петли оставляем. Далее воздушная петля, перевернули, вяжем 15 ряд, провязываем в начале 4 полустолбика с накидом. Накид, первый, второй, третий и четвертый. Далее вяжем снова по узору 6 соединительных, 6 полустолбиков с накидом и 6 соединительных. И здесь я покажу, как опуститься вниз и провязать 7 петель. Провязываю 6 соединительных столбиков в конце. Это у меня 5 и последний 6. Далее находим вот здесь вот перемычку. Вот она есть сбоку.
Заводим крючок под перемычку, опускаемся вниз, захватываем за заднюю стенку петли и провязываем соединительный столбик. Вытягиваем и протягиваем через все петли на крючке. Это у нас первый соединительный. Далее провязываем до конца 7 соединительных столбиков. Итак, я провязала 15 ряд, далее вяжем 16 ряд, и он у нас будет полный. Здесь мы соберем все петли. У вас должно получиться вот таким образом. Если пересчитать по маркерам, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маркеров. Итак, делаем одну воздушную петлю и вяжем 16 ряд. Вначале провязываем 7 соединительных столбиков. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. Шесть полустолбиков с накидом. Далее провязываем 6 соединительных столбиков и встречаемся с вами вот здесь вот, где у нас идет первая ступенька. Вот я провязала 6 соединительных столбиков. Далее провязываем полустолбики с накидом. Здесь провязываем 4 петли, затем опустимся вниз и провязываем еще 2. Всего у нас получится здесь 6 полустолбиков с накидом. Провязываю 4-й полустолбик с накидом, также за заднюю стенку петли. Здесь находим сбоку перемычку, вот она. Делаем накид, заводим крючок под перемычку. Опускаемся вниз в следующую петлю, также за заднюю стенку. Вытянули петлю. Теперь у нас на крючке 4 петли, их все вместе провязываем. Накид, провязываем следующую петлю. Далее у нас идет 6 соединительных столбиков. Находим снова перемычку. Опускаемся вниз. Провязываем соединительный столбик. Далее второй соединительный столбик. Снова под перемычку. Третий. Четвертый соединительный столбик. Под перемычку. Опускаемся вниз. Провязываем 5-й соединительный и последний 6-й. У нас осталось 6 непровязанных петель. Провязываем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид. Находим также перемычку сбоку.
Опускаемся вниз в следующую петлю. Провязываем все 4 петли на крючке вместе. Это у нас первый полустолбик с накидом. Накид в следующую. Накид под перемычку. Третий. Четвертый. Под перемычку снова. Пятый полустолбик и последний шестой. Итак, мы провязали 16 ряд до конца. Вот такой у нас получился клин. Это у нас изнаночная сторона. С этой стороны у нас лицевая. Здесь видны вот такие вот соты. Таких клиньев нам необходимо провязать 8. Далее у нас ряды повторяются. Как провязали 16 ряд, вы снова делаете одну воздушную петлю для подъема, переворачиваете и повторяете ряды. Все точно так же с 1 по 16 ряд. То есть сейчас вы вначале провязываете точно так же, как и первый ряд, начиная с 6 соединительных столбиков. Ряд будет полный. И затем уже последующие ряды, когда провязываете наверх, каждый раз не довязываете по 2 петли. Итак, после 16 ряда вы начинаете провязывать первый ряд. Также со второй петли от крючка провязываете в начале 6 соединительных столбиков. Затем 6 полустолбиков с накидом. И так далее. Повторяем ряды. Сейчас я скажу вам размер моего одного клина. От макушки до низа 23 сантиметра. 1 сантиметр у нас уйдет на стягивание макушки. Резинка 4,5. И самая широкая часть 8,5 сантиметров. Я провязала всего 8 клиньев. Вот таким образом у вас должно получиться. В конце необходимо оставить нить около метра. Для начала мы стянем макушку иглой, а затем крючком мы сделаем вот здесь вот соединение. Как провязали последнюю петлю, захватываем нить и полностью ее вытягиваем. Затянули и нить продеваем в иглу. Это у меня лицевая сторона. Вот здесь вот видны соты. Для начала соединяем с началом. Затем по кругу нам необходимо собрать петли. Вводим иглу под петельки. Я собрала петельки по кругу. Теперь аккуратно стягиваем. Иглу выводим на изнаночную сторону. Перевернули.
И здесь необходимо еще раз пройтись по кругу. Далее соединять мы будем берет по изнаночной стороне, уже крючком. Здесь находим крайние петли, заводим крючок под крайнюю петлю. С этой стороны у нас идут косички. Мы захватываем только заднюю стенку петли. Вытянули. Далее заводим крючок снова с этой стороны под петлю. Здесь у нас идет косичка за заднюю стенку. И провязываем. Самую последнюю петлю также провязываем за обе стенки. Берем крючок меньшего размера и прячем кончики. Вот здесь немного виден шов по изнаночной стороне. Теперь выворачиваем. Итак, вот наше место соединения. Вот здесь проходит. И шва у нас не видно. Также у нас получилась ровная красивая макушка. Берет необходимо постирать, отжать его с махровым полотенцем и высушить на ровной поверхности. Я надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.